Именно в такого рода состояниях человек и делает прорыв к самому себе, способен себя увидеть. Чтобы увидеть себя, конечно, он должен отвернуться от предмета. Я имею в виду следующее, что, во-первых, он должен прорвать предметную видимость, понять, что она является лишь проекцией его сознания, и что предметом самим по себе вовсе не свойственно ничего из того, в чем он может реализовать и развить себя как человеческое существо априори или заранее имеющие в себе некоторые феномены, в том числе феномен совести, феномен добра, феномен любви и так далее. Понимаете, никакая сила в мире, ничто не может сделать этого движения, если оно не сделано вами. И если оно не сделано, то никакой самый мощный ум не может восполнить отсутствие этого состояния, не может восполнить его. То есть некоторое уникальное переживание, хотя на переживание чего-то казалось бы общего, например, мое переживание и видение справедливости, любви или чего угодно. Вот в этом начальном пункте достоверности, если произошло утяжеление моим собственным движением, то я это испытал, и эмпирически случился факт этой моей мысли. Не содержание эмпирической мысли, а сам факт этой мысли эмпирически осуществился мною. Вот такого рода события в человеке, такого рода движения создают из него как бы какую-то такую тяжелую и несдвигаемую точку в мире. Она может служить для нас точкой отсчета или системным отсчетом, в пространстве которой и находятся вот те телесно-образные, поддающиеся наглядности части нашего мышления, о которых я собирался говорить вам в прошлый раз. В мир идей нет быстрого и легкого доступа. Мы не можем сразу непосредственно войти в мир идей или мыслей. Мы должны его непрерывно воссоздавать в нашем сознании. Не в смысле переноса в наше сознание каких-то готовых и извне даваемых нам идей, а в смысле на базе, на основе нашего сознания. А сознание есть нечто, что составляется как раз вот из тех достоверностей или очевидностей, которые невыразимы в предметных терминах, которые сами себя проникают, всегда окружены смыслом большим, чем само значение. Я сказал, даже когда я говорю «стол», это уже окружено смыслом большим, чем значение «стол». Так, когда я сказал «любимая женщина», это тоже окружено смыслом большим, чем это значение. Мы видим очевидно, а в предметных терминах выразить и обосновать это не можем. То есть я бы сказал бы так, что первый шаг мышления есть последовательное и четкое проведение принципа, своего рода принципа относительности. Ну, скажем, я люблю женщину. Сама попытка или само стремление и страсть развить то состояние достоверности, которое есть состояние любви. То есть в любви мы видим то, чего не видит никто другой. И то, что не видно никому, достоверно, абсолютно достоверно для нас. История человека есть история прохождения пути и овладения этим чувством, потому что любовь есть, как и все остальное, искусство.
А искусство это строится на том, что я понимаю, что случайные эмпирические качества предмета моей любви, что не они являются причиной моего чувства, и что то, что я воспринимаю, связанное с этими качествами, в действительности есть реализация чего-то совсем другого. В том числе, например, развитие меня самого, как человеческого существа, восполнение меня другими людьми или восполнение меня тем, чего я сам не могу. Мы ведь с другими хотим воссоединиться именно потому, что мы посредством других растем, расширяемся, становимся больше самих себя и обретаем те миры, которые мы сами по себе не могли бы иметь. Следовательно, в действительности, я, скажем, если говорить словами прустовского героя Марселя, то Марсель в действительности стремится не к Альбертине, а к миру Альбертины. А вот миром Альбертины нельзя овладеть так, как можно овладеть вещью Альбертины, то есть телом Альбертины, наделенным определенными качествами, такими-то глазами, такой-то улыбкой, таким-то станом, такой-то грудью. Мы ничем этим не владеем. Чего мы хотим, когда мы смотрим на трепещущую поверхность ручья, или на полет птицы, или на улыбку на губах женщин, или на зовущие губы женщин? Мы можем поцеловать, то есть хотеть на губах женщины овладеть тем, к чему мы стремились. А птицу мы вообще можем заключить в клетку. А как схватить поверхность ручья? Чем мы владеем, когда хотим владеть? Ну, естественно, конечно, мы способны только на духовное владение. Как говорил Груз, что физическим обладанием называют то, которым как раз мы ничем не обладаем. А расширив себя и восполнив себя способностями, к которым мы сами не могли бы прийти никаким саморазвитием, это означало бы обладать и полетом птицы, миром птицы или миром поверхности ручья, или миром того, что сказала себя влекущими меня губами женщины, и которые, кстати, не могут принадлежать ни мне, ни самой женщине. Это такое же другое по отношению к ней. Мы должны прийти в движение. И вот интересно, что вот то, что мы должны сделать, это делается все время и обладает какими-то очень странными свойствами. Например, никакое понятие не может дать того, этого нечто, если оно не случилось. А случившись, оно обладает фантастической инерцией и незаместимостью. Можно сказать так, что вот та энергия, с которой осуществляется, испытывается или случается в мире неразрешимое страдание, она не может быть получена никаким умом. Вхождение в пространство самого себя, в данном случае такого страдания, которое пребывает как страдание, не разрешаясь и тем самым не растрачиваясь в движениях человеческого действия и в переносах человеческих страстей. Что если ты сразу не разрешил возникшее тебе страдание действием, а остался в своем страдании, у тебя есть шанс что-то понять о самом себе. Есть шанс развиться, увидеть что-то, что ты не увидел бы, если бы твое страдание было бы цепью психических причинных актов, где страдание, имея причину, страдание порождает ответ,
Ответ порождает, в свою очередь, реакцию и так далее, и так далее. Идет бесконечное сцепление действий и противодействий. Потому что когда мы его сразу разрешаем, мы его разрешаем уже в готовых, не наших ответах. И забываем тогда слова Будды, что нужно помнить, что все есть страдание. Кстати, они только это и означают, что есть всегда некоторая тяжелая точка мира, в которой что-то происходит, называемое страданием, которое нельзя ускорить, с одной стороны, и нельзя заместить. Не заместить чем? Актом ума. Актом ума стать на место того, что могло родиться и существует только в задержанном, испытанном страдании. Значит, мысль, действительно мыслью являются лишь те мысли, которые мы сами порождаем. И порождать мы их сами можем только из некой стоячей, неподвижной, тяжелой точки. Ну, какие-то метафоры такой точки являются то, что я назвал страданием, например. В жизни нету и так далее. Опять возьмем же такого произведения, как Гамлет. В нем нет и так далее. Он написан. Там нет так, что можно сказать, вот еще так, и можно так, и так далее. В жизни ведь тоже нет и так далее, в том смысле, что при решении бесконечной задачи, а человеческая задача, бесконечная задача понимания, этическая задача, мы должны поступать. Мы не можем сказать, что вот у моего поступка еще, возможно, нужны такие-то части, но у меня сейчас нет времени и так далее. Нет и так далее. Нужно в конечной форме здесь и сейчас выполнить задачу, которая является по содержанию бесконечной. Должна быть какая-то, очевидно, в содержании какая-то причина, которая была бы критерием того, что можно остановиться. Что форма реализовалась, выполнилась, сбылась, осуществилась. Критерии остановки, критерии того, что мы можем прервать бесконечный бег и не сказать и так далее, а выполнить что-то, лежат, конечно, в наращенной или нагнетенной тяжелой точке. То есть то, что мы в себе накопили, придя в движение. И это накопленное не могло быть получено умом. И не могло быть восполнено, если этого не было восполнено никаким самым мощным божественным умом. Там укладываются какие-то, в это ядро укладывается что-то, что какими-то токами идет к нам, токами, я назову это токи убедительности, которые позволяют нам остановиться, испытав чувство удовлетворения. Или остановиться тем фактом, что мы совершили поступок, хотя части обоснования поступка, они бесконечны. Их перечислить даже невозможно. Тем не менее, мы поступаем. Следовательно, мы поступаем в горизонте каком? В горизонте незнаемого. Это незнаемое, но которое я сознаю и в этом смысле как-то знаю. Это какое-то знание незнаемого.